Друзья, всем привет! Сегодня очередное видео по спасению вот этой вот орхидеи. Это, друзья, орхидея Big Lip осенний ветер, которую я купил где-то примерно месяц назад в сетевом магазине. Внешне она выглядела просто как конфетка, листики все один к одному, цветоносик, все замечательно. Поэтому, когда мы ее распаковали здесь, в этой комнате, посмотрели, оценили, сделали обзор, я ее обработал на следующий день, она постояла, адаптировалась, обработал эту орхидею от насекомых вредителей, не стал обрабатывать от болезней, не стал сразу ее потрошить. И, друзья, спустя 2-3 недели, как говорится, и на старуху бывает проруха. С этой орхидеей произошло страшное. Да, то, чего боятся практически все архаманы-новички, которые только-только увлеклись орхидеями. И как в страшном сне боятся такой картины, когда подходят к полочке с орхидеями и вдруг обнаруживают орхидею с желтыми листьями, желтеющими от основания. И не с одним листиком, а с несколькими. Все нижние листья желтые, отпадают, орхидея разваливается. И вот примерно в таком состоянии мы вместе с вами 8 дней назад потрошили орхидею вот здесь, на этом самом месте. И были скептические замечания, комментарии под видео, что все, это орхидея не жилец. Почему? Потому что когда мы ее достали, и все мои самые страшные страхи оправдались. Я предполагал, что может быть там какое-нибудь черненькое пятнышко или еще что-нибудь, какая-нибудь небольшая серая гниль. Но когда мы ее достали из горшка, когда мы убрали грунт, начали снимать листья, обнаружили под листьями бактериальную гниль. Это когда бактерии превращают живые ткани растения в такую слизеобразную субстанцию, то есть такие сопли. И вот примерно такое было на кочерышке, на корневом основании. То есть вроде бы где-то на кончиках корня еще были более-менее нормальные, но там, где корни отрастают от самой кочерышки, вот от этой вот, да, с листьями, и сама кочерышка уже частично была повреждена. Вот эта вот слизь, ткани превратились в слизи. И мы проделали первую процедуру по спасению этой орхидеи. Ссылочку на это видео я оставлю в верхнем правом углу. Обязательно пройдите, посмотрите. Очень интересная, подробная была обработка. И вот этот вид и эта ситуация вызвала у некоторых архаманов, что все, орхидея не жилец, такая болячка не проходит, то есть орхидея погибла. Вот сегодня мы посмотрим на эту орхидею. Прошло 8 дней после того, как мы эту орхидею аккуратно все зачистили и обработали вот этим вот средством Максим. И я, когда обрабатывал этим средством, говорил, что это средство поможет в случае качественной счистки и зачистки от основания, от гниения, потому что Максим, он контактного действия. И, собственно говоря, чем лучше мы зачистим все, тем, значит, он будет эффективнее. В общем, у нас осталась вот такая вот орхидея с 2 листиками. Сегодня мы проделаем не менее важную процедуру, то есть посмотрим на эту орхидею, вы посмотрите, что с ней произошло за эти 8 дней, умирает она или нет, что у нее. И, значит, мы эту орхидею поставим на наращивание корней. Да, одним из способов, я отвечу, почему именно таким способом я ставлю наращивать корни, а не другим, тоже не менее эффективным. Значит, что хочу еще сказать, то, что отвечу на вопрос, почему сразу не распаковали эту орхидею. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что внешне она выглядела все замечательно. Единственный был момент, что эта орхидея, она была посажена не в прозрачный горшок, сквозь который можно оценить состояние корней. Ну, хотя, вы знаете, может быть, состояние корней бы нам и ничего не сказало, потому что, в принципе, когда мы распотрошили эту орхидею, сами по себе корни внешне, они были, ну, на 3, я бы так сказал. В любом другом случае, при прозрачном горшке, я бы ничего не заподозрил.
Вот. Но эта орхидея была вот в таком матовом горшке. То есть ничего практически не было видно. Что-то просвечивалось такое близко к зеленому, но было понятно, что вроде бы ничего. И при случае, если что-то случится, то мы быстренько спасем эту орхидею. Ну, собственно, что и произошло. Страхи оправдались, орхидея начала гнить. Значит, сквозь непрозрачный горшок не получилось оценить у нас ситуацию с корнями. Тем более основания его вообще не видно, да, и как, еще раз повторюсь, в поговорке «и на старуху бывает проруха», орхидея у нас через пару недель начала гнить, желтить листья и, соответственно, сбрасывать их. Ну и, собственно, мы получили то, что получили. И это еще раз в назидание тем архаманам, новичкам, которые смотрят других блогеров на других каналах, которые с упоением рассказывают, что, покупая орхидею в магазине новенькую, они никогда их там не обрабатывают, вот ставят и они выживают. Даже вот я, друзья, обладая большим многолетним опытом, в этом году, буквально через месяц, будет ровно 20 лет, как я увлекаюсь орхидеями, как у меня, точнее, появилась первая орхидея. И даже я со своим опытнейшим взглядом на цветущую орхидею, оценку корней, не всегда на 100% могу дать гарантию, что с этой орхидеей все хорошо, и она может стоять, и не надо ее потрошить, пересаживать. В общем, друзья, моя рекомендация: все покупные орхидеи из магазинов, которые имеют под основанием стаканчик, торфяно кокосовый стаканчик, лучше всего распотрошить, пересадить, проделать все необходимые процедуры, начиная от насекомых вредителей, заканчивая до грибково-бактериальных заболеваний. Хорошо, если все хорошо, но будет плохо, если вот мы не достанем, и вот такая ситуация возникнет, как вот с этой нашей орхидеей, с этим биглипчиком осенним ветром. Но хорошо, что я знаю, что делать, поэтому я показываю и снимаю на случай, если вдруг у кого-то такая ситуация произойдет. Так, ну что, значит, еще раз хочу сказать, что мы сейчас проделаем процедуру важную, простимулирующую такую процедуру, и поставим эту орхидею на наращивание корешков. Так, вот она, наша мадам, друзья. Вот у нас то, что осталось от цветоноса. Вот он уже, кончик мы обрезали, поставил я в обычную стаканчик с водой, и сам цветонос продолжает меня радовать. На полочке стоит и, ну, простоит столько, сколько простоит. Конечно, не так долго, как если бы этот цветонос мы не срезали у здоровой орхидеи, да, но хоть сколько-то и то хорошо. Ну, а это, собственно говоря, сама орхидея, точнее то, что от нее осталось. А осталось от нее, друзья, не так мало, как некоторым казалось. Да, действительно, 2 листика, но у нас здесь хорошее, такое богатое основание. Посмотрите, какая прелесть. Значит, еще раз повторюсь, что в верхнем правом углу я оставлю ссылочку. Пройдите, посмотрите, как мы все вот это вот дело очищали, зачищали и замазывали вот этим средством Максим. Он контактного действия, он внутрь не проникает, но поверхностно он подавляет все грибково-бактериальные проявления и образования. Вот при помощи кисточки вот такой вот жесткой мы это все дело замазали. Но здесь важный момент, что нужно именно все счистить. Мы и скальпелем счищали, и прям брал салфетку и прям салфеткой все это дело прям вытирал, прям вот стирал всю эту гадость. Ну и вот, собственно говоря, посмотрите, что у нас тут произошло за эти 8 дней. Если обратите внимание, посмотрите видео о зачистке и обработке, и вот сравните сейчас с тем, что вы видите, посмотрите, какая прелесть, какие бульбушки корневые набухли. Мы их замазали, несмотря на то, что мы их замазали сильно-сильно, они начинают проявляться, видите, проклевываться. Вот, то есть орхидея, ну, вроде бы
у нее все хорошо, то есть нету таких, знаете, очагов, которые бы распространялись, нету у нее желтизны листьев, немножко, так сказать, у нее появилась, ну, как сказать, ну, может быть, не совсем потеря тургора, но немножко листья становятся такими, знаете, мягкими. Но это и понятно, потому что орхидея сейчас стояла в кашпо, друзья, в сухом. То есть я воды ничего не наливал. Специально, чтобы все вот это дело подсохло. И вот сегодня мы, оценив вот эту вот ситуацию, что все нормально, дорабатывать здесь ничего не надо. Вроде бы все хорошо. Ничего срезать я не буду, даже вот этот сухарик, который здесь вы видите, я его оставлю, ничего не буду. Вот как есть, так и есть, все оставляю. И сейчас поставлю я эту орхидею на наращивание корней. Ну, прежде чем, друзья, поставить на наращивание, я ее немножечко простимулирую. Стимулировать буду, значит, средством, ничего, никаких, значит, изобретать велосипед ничего не буду. Возьму тоник. Вот такой вот тоник для листьев орхидей, в котором витамины, но самое главное, друзья, это янтарная кислота. Один из средств, которое хорошо влияет на орхидею в плане антистресса, в плане, ну, скажем, такого, знаете, закрепления орхидеи, иммунитета, что ли. Ну, а витаминки, ну, понятно, что витаминки, они помогают процессу фотосинтеза. А нам он очень необходим для того, чтобы у нее, у орхидеи, проснулись окончательно вот эти корневые почки, раскуклились и полезли корешки, которых нам очень не хватает в получении влаги для этой орхидеи. Так, я не буду пшикать, опрыскивать, а сделаю более экономным способом. Возьму обычный ватный диск, на этот диск напшикаю. Значит, друзья, тем, у кого нет возможности, допустим, купить, либо это очень дорого, вот такой вот тоник, у нас есть видео на канале, где я в домашних условиях из препаратов, которые продаются в аптеке, в человеческой обычной аптеке, это янтарная кислота и ряд витаминов. Готовлю в домашних условиях этот тоник. Единственный минус домашнего тоника — это то, что он хранится буквально там несколько часов. То есть его нужно сразу применять. Потому что в домашних условиях применение связующих и сохраняющих веществ, ПАВ, так он называется, но мы пока еще не добавляли, не применяли его, чтобы тоник мог месяцами храниться. Поэтому, значит, в разделе плейлистов можете найти плейлист, который называется «Тоник для орхидей в домашних условиях». Там видео, как подробно все приготовить, такой тоник. Он по цене, кстати, выходит ровно в 20 раз. Ну, по крайней мере, когда снимал видео, это, наверное, года 2-3 назад, вот по тем ценам тоник в домашних условиях по цене у нас выходил ровно в 20 раз. Там я все показывал, и цены с аптек, и чеки, и цены стоимости в сравнении вот этого тоника. Поэтому заходите, смотрите, пожалуйста, вот, и пользуйтесь на здоровье вашим орхидеям. В общем, друзья, смазываю тоником с внутренней стороны, то есть внутренняя сторона, здесь максимально большее количество устиц, то есть, ну, поры такие, которыми орхидея дышит и которыми орхидея впитывает различные питательные вещества. Так, еще возьму другой диск. Этот уже стерли мы пыль и вот так вот. Вот так вот. Такие процедуры можно проделывать, друзья, раз в 7 дней. Прям смачивать хорошо, прям вот так вот. Мы этот тоник начали применять, наверное, еще года 4 назад на канале.
и он очень-очень хорошо себя зарекомендовал. Ну, в общем, как-то так. Все. Теперь эту орхидею можно поставить на один из способов наращивания корней. У нас на канале есть хороший такой тоже плейлист, который называется «Как нарастить корни орхидеям». Там собраны, есть плейлист «Как нарастить корни орхидеям» и есть просто плейлист «Корни орхидеи». Вот там собрано все видео, вся информация по вариантам наращивания корней орхидеи. В общем, и все про корни. Там можно выбрать любой удобный и, ну, как сказать, приемлемый в ваших условиях способ. Я сегодня выберу, так, ну вот это кашпо, оно, в котором оно стояло, оно маловатое. Я возьму вот такое кашпо повыше. Желательно, чтобы у нас орхидеечка, ну, спокойненько вот так вот находилась в кашпо. Естественно, у орхидеи, наверное, в ближайшую неделю листья потеряют тургор от нехватки влаги. И вот чтобы они совсем не вывалились, желательно, конечно, кашпо повыше. Можно не кашпо, можно какую-то емкость, а на дно сюда поставить какой-то стаканчик, чтобы вверх донышком, чтобы на этот стаканчик поставить основание. И, значит, сюда я сейчас насыплю, так, положу пару голышей для устойчивости. Ну, обычные камни с моря. Вот так вот. И сюда насыплю керамзит. Для чего керамзит? Для того, чтобы, друзья, вода, которую буду сейчас на дно сюда наливать, она, ну, скажем так, не так быстро испарялась, чем... Так, немножко я замочил основание. Оно должно быть сухим. Вот так вот сухим. Вот этот подиум. Вот эта выемка. Вот. Ну, все. Значит, почему именно такой способ? Потому что, друзья, они, например, листьями в воду. Оба этих способа над водой, да, основанием над водой, и листьем в воду на 1/3, либо наполовину листьев в воду, да, тоже хороший, эффективный способ, потому что, значит, листья тоже впитывают через эти поры влагу. Значит, смотрите, одно условие должно быть, чтобы в воду листьями не должно быть никаких физических каких-то нарушений у листьев, не должно быть никаких видимых болячек. Вот, например, как у этой орхидеи, видите, вмятины. То есть это следы еще от неправильного полива в магазине, да, отеки появились на кончиках, потом спали, порванные от излишней влаги, холодной воды, порванные ткани внутренние, они повредились. И вот такие вот вмятые получились пятна. Вот. С одной стороны, с другой стороны. Естественно, это уже не живая ткань. И эта ткань, она подвержена поражению, то есть, ну, гниению. И поместив в воду, она начнет гнить. Вот. Соответственно, начнет распространяться болезнь по листьям. Нам это не нужно. Поэтому я эту орхидею ставлю над водой. Мы называем вот так вот над водой ее. И все. И она будет у нас стоять. И мы будем ждать спокойно. Бирочку вставляю. У нас есть отдельно плейлист тоже про эту орхидею на канале. Орхидея «Осенний ветер». Возвращение к жизни. Так, и наливаю чистую воду. Можно, кстати, из-под крана. Какая, знаете, которая не отстойная, с хлоркой. Она, значит, такая вода, она дольше не будет пропадать и дольше в ней не будут заводиться. Почему из-под крана? Потому что у нас все равно контакта нету основания с водой, поэтому бояться ничего не надо. Все, оставляю вот так. Почему так? Потому что вода находится внизу, какое-то испарение идет, какая-то влажность присутствует. Значит, можно сверху, вот некоторые архаманы
пакет надевают, можно это вообще всю эту емкость поставить в пакет, в прозрачный сверху, закрыть, чтобы все это дело, влажная такая среда организовывалась. И только периодически там проветривать, либо дырочки в пакете сделать. Но я скажу так, что, знаете, из моего личного опыта, что с пакетом, что без пакета, вот одинаково процесс происходит. Все, друзья, вот такая вот процедура. Раз в неделю буду протирать листики тоником, грубо говоря, получается янтарной кислотой с витаминками. И раз в неделю, ну там по динамике будем наблюдать за ней, что с ней происходит. Ну а сегодня вот такая вот орхидейка. Боремся за ее, ну скажем, не боремся, а возвращаем ее в нормальное состояние, потому что борьба у нас была 8 дней назад. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.